Сможет ли эта женщина добиться того, чего она хочет? Да, особенно если она использует магию, особенно если она использует светлую магию, особенно если в ее интересах мужчина огненной стихии, особенно стрелец, овен и лев. Судьба меняет планы на вас. Какие перемены на пороге по судьбе произойдут в личной жизни? Онлайн-гадание на картах Таро для мужчин и для женщин. Сегодня мы с вами заглянем в будущее и посмотрим, что ждет, что произойдет, и все, что я вам скажу сегодня, сбудется в 10 дней или в тот отрезок времени, на который вы настроились. Друзья, настройтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни, и мы начнем. По традиции начнем с того, что посмотрим, кто пришел на расклад и с какой ситуацией сегодня вы столкнулись в личной жизни. Давайте посмотрим. Так, здесь рыцарь жезлов. Пытаетесь от чего-то уйти, пытаетесь от чего-то отдалиться и идете к своей цели. Но здесь есть еще и мужчина на расстоянии. Если вы мужчина, вы от чего-то уходите, а если вы женщина, возможно, вы преследуете какую-то свою цель, в том числе и связанную с мужчиной. Элементы хаоса в вашей жизни придают вашей обстановке неожиданных каких-то элементов. И, скорее всего, вам недавно пришлось отдалиться или удалиться, может быть, даже переехать, перелететь. И все это для того, чтобы начать что-то с нуля. Возможно, преследуя цель начать что-то с нуля, вы стремитесь к чему-то новому. То есть, вот в вашей жизни, да, вы хотите начать что-то еще раз. И это, возможно, обновляет вашу судьбу, возможно, обстановку. То есть вы стремитесь к какой-то новизне, да, в жизни. Но происходит это больше спонтанно, не запланированно. Дурак, незапланированные какие-то отдаления у вас идут, да. Может быть, отдаляетесь в отношениях, например, да. Иерофант, центральная карта вашей ситуации, говорит о том, что в ваших отношениях происходит спонтанное, незапланированное отдаление или неконтролируемое отдаление и преследование ваших целей, как минимум в отношениях, возможно, с руководством, по воле высших сил, именно по воле высших сил, не подлежит вашему контролю, то есть вы не контролируете этот процесс. В центре еще получается как бы мужчина слева. Мужчина, да, первая карта. У мужчины, возможно, здесь дела идут не так, как он планирует, и от него ничего не зависит. И как бы он ни пытался взять под контроль свои цели, свои обещания, может быть, свои обязательства вовремя и правильно, да, так как он обещал выполнить их, он не может. Или не хочет. Но больше не может, да, он может и хотеть, конечно. Нет, он, скорее всего, хочет, но не может. Так, в раскладе есть также еще и женщина. Значит, смотрите, мужчина здесь, скорее всего, стрелец, лев или овен, скорее всего, чистый стрелец. Также здесь близнец. Мужчина может быть водолей или весы. А вот женщина здесь телец, дева, козерог. И женщина как бы ищет возможность управлять этим процессом. Управлять, распределять и направлять даже как-то этот процесс. Также эта карта финансовая. Здесь какой-то по воле высших сил вы отдаляетесь от какой-то финансовой стабильности пока что. Но к ней стремитесь. Вы стремитесь к этой финансовой стабильности, но высшие силы вносят вот этот хаос, и этим хаосом управлять у вас не получается пока что. Хотя вы стремитесь. И также жрица. Смотрите, здесь как бы с одной стороны элементы мужские, здесь элементы женские.
Смотрите, здесь еще такая может быть ситуация, где в отношениях, особенно в браке, особенно если вы венчанные, ну, вдруг, да, если вы считаете, что ваш брак был заключен на небесах, например, возможно, женщина столкнулась с какими-то препятствиями, где либо по воле высших сил вы не можете преодолеть трудности в отношениях, да, в финансах и двигаться дальше, да, потому что просто хаос. Либо какая-то женщина именно влияет на ситуацию, и, возможно, появляется соперница, от которой вы можете и не знать. Если вы мужчина смотрите, то вы можете не знать ту женщину, которая вам мешает двигаться вперед. А может быть и знаете ее, особенно если она какого-то земного знака. То есть вам тяжело с ней двигаться вперед и во всех отношениях. То есть она вам может мешать как с вашей женщиной, да, если это любовница, так и на работе, в бизнесе, да, то есть закрывается дорога. То есть у вас как бы, если взять вот в целом, да, у человека, который преследовал свои цели, внезапно в его жизни врывается хаос, и по воле высших сил, не без участия женщины, происходит дезориентация или потеря возможности управлять ситуацией. В том числе и у женщины это происходит, если она связана с этим мужчиной. А всему виной высшие силы и, возможно, женщина, о которой вы не знаете. Ну, знаете, не знаете, это уже второй момент. А смотрите по ситуации. Здесь может быть также как бы высшие силы светлого характера и темные силы, высшие силы темного характера пересекаются и, столкнувшись, вот перехлестнувшись один с другим, да, вносят хаос и координируют ваши пути, дороги, да, так что вы не понимаете, по какому пути идете и на каком небе находитесь. Да, то есть такая получается как бы дезориентация. Там, вот так. Хорошо. Давайте теперь пройдемся, что влияет на ваши цели. Что влияет на ваши цели? Здесь Торисос. Смотрите, на ваши цели влияет то, что вы действительно ищете способ начать новую жизнь или войти в новую жизнь. Торисос – это как бы проход, да, в новую реальность. Но этому не хватает осмысленного выбора. То есть, либо по воле высших сил вы не можете выбирать, либо все делается так, что вы идете по какому-то направлению, которое выгодно, но не вам. Поэтому на вашу цель влияет хаос, опять-таки, тот, о котором мы говорили, да, и человек, который предлагает, или создает такие обстоятельства, где вы вынуждены, не понимая, выбирать или выбирать то, что заведомо невыгодно вам. Вот пока так. Хорошо. Источник хаоса и непредсказуемости в вашем мире, он откуда идет? Причина источника хаоса, да? Мы уже подозреваем, как бы, по сути, высшие силы и женщину, но все-таки. Источником хаоса в вашей жизни является женщина. Поэтому что шаляфам, да, ищите ее, ищите или присматривайтесь, да. И это скрытое течение. Поэтому источником хаоса в вашей жизни является женщина, ее скрытые поступки и манипуляция чувствами мужчины. Хорошо. Что сейчас, прямо сейчас, думает мужчина? Или о вас, или об этой ситуации. Здесь стихия Земли, и это материальная карта больше, да, то есть деньги, то есть он думает о деньгах и о работе, о бизнесе, и только в последнюю очередь он думает о семье, только в последнюю очередь. Если только он, естественно, не отдает все деньги вам, да, то есть, или он там как-то финансирует вас. Но, тем не менее, самое главное для мужчины – это
материальное, ну, может быть, это здоровье, деньги, заработок, бизнес, вот такой вот. То есть это бытовуха, да, вот такие вот дела повседневные, которые в конечном итоге касаются денег, да, давайте вот так. Хорошо. Вот эта королева у нас, да, но она все-таки пытается управлять чем-то. Давайте посмотрим, чем пытается управлять эта королева. Ну, кто бы это ни был, вы или соперница, смотрите уже по своей ситуации. Ну, смотрите, руна Кана. Если вы знаете, что это ваша соперница, по Кана у нас идут часто привороты. Ну, тут как бы руны прямые все, да, я не переворачивал их специально, да. Она может управлять знаниями, огнем страсти, тоже в том числе и приворотом. Но она может управлять еще деньгами. Потому что по Кана у нас идет энергия успеха и понимание, как достичь успеха. Поэтому, как минимум, эта женщина пытается управлять успехом, знаниями, прибылью, деньгами и мужской осознанной страстью по отношению к ней. Но вы уже смотрите, если это вы, то, скорее всего, это как подсказка высших сил для вас может быть. Окей. Давайте теперь посмотрим. Жрицу я сегодня чувствую, как будто бы она закрывает вам движение, да, ну или этому человеку, о котором вы гадаете, да. Поэтому чему конкретно закрывает движение эта жрица? Чему конкретно закрывает движение эта жрица? Ой, здесь работа, бизнес, деньги, успех и в том числе даже материальное имущество и даже недвижимость. Ну, по феху это получение необходимого, да, как будто мы стремимся что-то, чем-то обладать материальным. Так вот, тому, к чему вы стремитесь, вот тому оно и закрывает дорогу по сути, да. Но прежде всего это деньги и имущество, да. Окей. Хорошо. Если вы продолжите движение тем же курсом в выбранном направлении, вы сможете открыть врата в новую жизнь. Давайте посмотрим. Если вы продолжите движение в выбранном направлении, сможете ли вы открыть врата в новую жизнь? Солнце – да. То есть, в принципе, здесь получается так, как бы, ну, в принципе, вы идете верной дорогой и правильным путем. Да, вам сейчас мешает, вносит хаос какая-то женщина. Мужчине приходится там тратить свои силы, здоровье, да, может быть, терять работу, успех, деньги, власть. Какая-то женщина пытается перехватить инициативу здесь, да, видите, она пытается обладать инициативой. Ну и вообще дорога в материальный мир закрыта, но в целом направление правильное. Окей, хорошо. Что скрывает женщина от вас, загаданная женщина от вас? Вот сейчас настройтесь на женщину, которая может что-то скрывать. Это может быть любая женщина, особенно та, которая вносит в вашу жизнь хаос. Да? Ну, кроме закрывания дорог к материальному, да, или к тому, чего вы хотите, необходимое вам. Ну, как минимум, она скрывает от вас способы достижения своей цели, потому что это все-таки жезлы, способы реализации своих планов. Она может скрывать от вас информацию о мужчине. Ну и она может скрывать от вас, даже не сколько скрывать от вас, а скрывать то, что она пытается пробить вашу защиту, в том числе энергетическую. Пытается, да, то есть это второй вопрос, пробивает она или нет. Ну, давайте так, эта женщина, если обобщить, да, здесь очень много солнца, она скрывает от вас правду, это солнце, это всегда знание, и она скрывает от вас, каким образом она влияет на вас или на загаданного мужчину, в том числе и на ваши планы по, допустим, достижению каких-то своих целей и, может быть, на ваши планы по отношению к этому мужчине. Окей. Давайте теперь спросим. Мужчина, которого вы знаете, и если он вам помогал материально, деньгами, например, он сможет вам помогать дальше
Это может быть абсолютно любой мужчина. Хороший, плохой, он больше хороший, чем плохой, если что, да. Ну, здесь он в такой роли. Сможет ли он вам помогать или нет? Рассчитывает на него или нет? Скорее всего, да, если вы с ним не разорвали эмоциональную связь. Если вы с ним не поссорились, не побили горшки, да, стаканы, бокалы, посуду. Ну и если вы как бы считаете, что ваши души, да, или ваши сердца бьются в унисон, да, то в принципе да. Ответ, ну, хорошая карта, в принципе. Ну и если он к вам, например, относится как, ну, с каким-то, да, с позитивом, например, да, ну или с... Ну, благодушно, да, вот все-таки. Вот если он относится к вам благодушно, то этот мужчина, скорее всего, будет вам оказывать помощь в дальнейшем. Хорошо, давайте спросим. Сможет ли эта женщина добиться того, чего она хочет? Да, особенно если она использует магию, особенно если она использует светлую магию, особенно если в ее интересах мужчина огненной стихии, особенно стрелец, овен и лев. Ну, да, это да, с помощью магии, да, светлой магии. Хорошо. Вот у вас ситуация или цель, к которой вы идете, но она пока тяжело достижимая. Во что вам это обойдется и в какую цену это вам станет? Ну, смотрите, вам придется где-то брать взаймы, то есть вам будет не хватать. И в конечном итоге вам хватит. То есть вы найдете, да, вы заплатите ровно ту сумму, которая это стоит, но вам придется занимать, вам нужно будет просить о помощи. И это будет шестерка. Ну, а сколько нулей, вы сами поймете. Сами поймете, да, то есть 6, а дальше сами поймете. Ну, например, там 6 тысяч, или 60 тысяч, или 600, или 6 миллионов. Это уже все зависит от пропорций, да, которые, ну, которые соизмеримы с вашей целью, да, вот в данной конкретной ситуации. Окей, хорошо, давайте теперь посмотрим следующее. На что будет похож ваш успех? Ваш успех и ваше признание. То есть в чем ваша самореализация будет раскрыта, ну, на максимум, да? Максимум вашей самореализации. Вот так посмотрим. Ух ты, тут прям мистический уровень. И это и духовность, да, с одной стороны, осознанность, и высокоразвитость, и эзотерика. Но я вам так скажу, в конечном итоге вы поймете, что такое магия, мистика, эзотерика, духовное. Ну, не это духовность, а духовное – это разные вещи. И, ну, и как работает психика. То есть, по сути, ваша самореализация где-то пройдет на мистическом уровне. Хорошо это или плохо, напишите, как вы считаете. Ну, или как вы считаете, венец вашей самореализации на мистическом уровне, как он может проявляться, как вы считаете? Может, вы считаете, что венец самой вашей самореализации на мистическом уровне – это гора денег, например, ну, к примеру, или то, к чему вы стремитесь, да? У каждого ведь своя цель в самореализации, не так ли? Но мистический уровень здесь будет венцом, да, или короной, да, присмотритесь к этой карте. Это вершина. Ну, давайте так скажем, если вы в мире магии, эзотерики, ну, такой новичок, человек, который не понимает просто, что происходит, да, а развлекается, но здесь это будет для вас тогда, если вы идете, да, этим направлением, которое вы выбрали, то в конечном итоге это станет для вас осознанным миром. Вот так вот. Ну, а хорошо или плохо, напишите в комментариях. Окей. Давайте посмотрим, удастся ли
вам противостоять женщине, которая создает вот эти хаотичные проблемы и вторгается в ваш мир, да, пытаясь пробить вам защиту. Ну, а если удастся, может быть, какая-то подсказка или не удастся, посмотрим, да. Ну, вообще. Да, при поддержке высших сил. Смотрите, огонь, 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 огонь. Ну, Торисос тоже огненная больше стихия. Да, возможно, если вы ведете борьбу за свои интересы, соло часто можно относить и к эго. И если вы ведете борьбу в своих интересах, в интересах мужчины, также, возможно, вам поможет в этом какой-то мужчина, который имеет отношение к власти, властный мужчина, да, ну или, может быть, мужчина, который умеет работать с энергиями, да, например, какой-то мануальный терапевт, да, который продавливает энергетические зоны, или биотерапевт, или космоэнергет, ну и так далее, может быть, психолог, не знаю. То есть рядом мистический уровень, магия, мистика, эзотерика вас сама выведет на этот, ну, к этому человеку, да. Но получится? Да, получится, окей. Хорошо. А теперь спросим. Будет ли любовь в вашей жизни? Да? Встретите ли вы того мужчину на земле? На земле, в этой жизни, которого вы ищете для того, чего вы хотите. Например, для брака. Ну, к примеру, да. Ну, давайте, я так не люблю это слово брак. Для чего-то хорошего, да. Потому что брак, ну, это совсем уже, да. Беркана, да, кто ищет, тот найдет. Мужчина найдет женщину, а женщина найдет мужчину. Прямо сейчас на правое запястье наносите эту руну все, кто ищет себе партнера. И это произойдет в тот промежуток времени, который вы себе загадали. Давайте теперь посмотрим, какая руна поможет вам получить то, что мы смотрели в этой вертикали. Можете пересмотреть несколько раз, как мы пришли к этой карте, да. То есть, какая руна поможет получить вам желаемое, управлять, ну, например, мужчиной или женщиной, да, мужчина хочет женщиной управлять, женщина мужчиной, ну, или, может быть, это деньги. Ну, в общем, какая руна поможет прийти вам к своей цели с помощью этой магии. Но она помогает, только помогает, но она не все решает за вас. То есть она вам помогает, она вас ведет, но не решает все ваши вопросы еще раз. Окей? Какая руна поможет вам? Здесь есть еще элементы стихии огня. Если будут руны выпадать, это будет руна. А если какие-то элементы стихии огня, воды, ну, воздуха, земля уже была, то значит это один из элементалей обрядов, ритуалов. Смотрим. А вот руна все-таки выпадает. И это руна Эвос. Эвос – это конь. И это именно движение. То есть вам, по сути, для того, чтобы начать управлять или получить то, что вы хотите, вам нужно продолжить движение. Это вот именно движение. Не руна Райдо. Райдо – это дорога, по которой вы идете. А Эвос – это именно движение. То есть это мы едем, да, идем, бежим или ползем. Неважно. Главное, что вы двигаетесь. То есть мы не стоим. А у вас Торисос, вам и так проходить. Вы и так идете, вас останавливают. Поэтому тут уже, смотрите, если вы на одну руку нанесли Беркана, то на другую можете Эвос наносить. Ну, буква М классическая, да. Ну, можете на левое запястье нанести. Окей, хорошо. Какая руна вам поможет повлиять на открытие финансового канала помимо руны Феху? Я почему ее здесь не хочу вам сейчас давать в активацию? Потому что, во-первых, она падает под жрицу, а жрица – это закрытая дорога. А вам нужно открывать финансовый канал. Скорее всего. Только если вы недавно его открывали, можете пропустить эту руну. Но она вам сейчас не нужна. Если вы сделали этот обряд, вам нужно как минимум 6 месяцев, чтобы прошло время, чтобы вы влились в новую реальность. Какая руна поможет вам открыть финансовый канал? Ну и чего ждать вам на поле ваших финансовых приключений, да?
Ну или злоключение, у кого все плохо по финансам. Смотрите, выпадает руна Ера. Обалденная руна насчет результата. Вот я вам скажу так. Вы добьетесь своего результата, но вам надо вот для того, чтобы вот прийти к этой руне, вам нужно выходить на мистический уровень. Я не знаю, как вы поверите в магию, в мистику, да, то есть не поверите, или, может быть, сама судьба вас проведет, создаст такую ситуацию, где вы будете, смотреть и понимать, как такое могло произойти, да, как это. Но к этому нужно добавлять осознанность. Осознанность, что такое осознанность? Нужно анализировать и делать выводы. То есть, вам, чтобы достичь результата, нужно попасть на мистический уровень через вот эти вот карты, которые мы только что просмотрели. Поэтому еще раз прослушайте этот уровень, который мы только что смотрели. Уровень последних рун. И тогда руна Ера даст вам результат развития и открытия вашего финансового канала. Если вы открыли финансовый канал недавно на обрядах, ритуалах, у меня или еще у кого-то, можете пока поносить эту руну с собой. Но если вы не нарисовали ее нигде на запястье, можете порисовать. Она вам не помешает. Это очень хорошая руна на достижение результата. Итак, Блиц. Мистический уровень. Что откроется вам и что станет знаком судьбы для вас, когда вы попадаете на мистический уровень? Вам откроется мощнейшая сила. Это сила успеха в бизнесе, в ваших делах, в ваших планах и в сексуальном взаимодействии с партнером, с мужчиной или женщиной. Что для вас ближе, выбирайте сами, где ваш конек. Работа, бизнес, деньги, успех или сексуальность. Еще это карта о творчестве и игре. Поэтому, если вы играете во что-то, поигрываете, но без фанатизма. Хорошо, Блиц, дальше продолжаем. Савелла. Мужчина по судьбе. Кто он? Мужчина по судьбе – это любимый мужчина. Вы его будете любить, вы его полюбите, вы влюбитесь в него. И мужчина по судьбе тот, который любит вас, но прежде всего сделает выбор, остановившись на вас. Он будет. Хорошо, Беркана. И это рост. Хочу посмотреть, будет ли расширяться ваша семья. Почему-то семья, мне хочется спросить. Расширяться, да, умножаться, приумножаться. И здесь 7 кубков. Возможно, неоднозначно, но есть такое понятие, как координация намерений или корректировка намерений или корректировка матрицы судьбы. Да, если вы будете работать в этом направлении, то есть да, мечтайте, да, крутите позитивные слайды, да, настраивайтесь на позитивную психоэмоциональную проработку, но возможно, да, и мечта остается для вас путеводной звездой, да, или является путеводной звездой. Или как лотерея, да, то есть возможно. Хорошо. Будет ли поездка туда, куда вы планируете, или к тому человеку, к которому вы планируете? И тут 5 мечей, она может не получиться у вас. Или что-то вам может помешать. Скорее нет. Поэтому, возможно, она перенесется или, может быть, вам не хватит какого-то билетика, или вы опоздаете на какой-то там самолет, поезд и так далее. То есть что-то вам должно помешать. Что знаковое должно случиться до конца осени? Знаковое событие до конца осени. А знаковое событие до конца осени, вы о нем догадываетесь, подозреваете, это выяснение отношений и серьезнейший конфликт. Хотите вы этого или не хотите, но для чего-то вы пришли на этот расклад. А вот для чего вы пришли на этот расклад? А на этот расклад вы пришли, чтобы
но как бы найти почву под ногами. Почему? Потому что вы отдаляетесь от своей цели или не можете к ней приблизиться. Хаос выбивает почву из-под ног, и вы ищете опору. Вы ищете, возможно, дополнительный заработок, возможно, укрепление финансового канала, работу, успех, да, богатство какое-то, здоровье. Но это карта Девы, то есть вы ищете опору все равно и устойчивость, то есть точку отсчета некую ищете. Поэтому вы здесь на этом раскладе для того, чтобы оттолкнуться или найти точку отсчета. Если вы нашли точку отсчета в этом раскладе, напишите, пожалуйста, мне в комментарии. Мне очень интересно, насколько сегодня это, этот саблиминал, например, да, он звучит больше, да, как позитивная психология, да, расклад. Насколько он вам дает какую-то помощь. Мне будет приятно, если это помогло вам. Ну и совет вам от высших сил. А совет вам от высших сил: не торопитесь. Ваша цель правильная, вы идете правильной дорогой. Ориентируйтесь на свои внутренние силы, на свой талант, на свой дар, который вы откроете. Помните о том, что мистический уровень ждет вас. Если вы уже не на нем, то вы на нем окажетесь. Путь ваш долг, и ваш финансовый канал обязательно откроется. Работать с ним вам придется. Готовьтесь к серьезному конфликту и не надейтесь, что произойдет поездка и встреча. Ваша семья будет расширяться, а любовь обязательно еще поселится в вашем сердце, и любимый он и она заявит о себе однозначно. Мира вам і вашим мирам. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.